от предыдущего стрима. Вот, теперь... А теперь мы в эфире. Да, теперь действительно все хорошо. Вот, и до этого мы в эфире, оказывается, не были. Вот, добрый вечер. С вами сегодня журналист Сергей Подсытник и галерист Марат Гельман. Да, и правозащитница Гера Угрюмова, создательница проекта «Искра». Я думаю, что мы еще раз, все-таки с третьего раза мы начнем. Такой у нас сложный... Марат Гельман, член антивоенного комитета, участник той самой встречи в Париже, в том числе и кандидат в делегаты от российской оппозиции в парламентской ассамблее Совета Европы. Соответственно, расскажите, пожалуйста, что это было, было ли это частью работы в ПАСЕ и как вообще сейчас продвигаете это? Это что, вы имеете в виду ужин? Да, Нет, да, я имею в виду ужин. Ужин не был частью работы в ПАСЕ, конечно, просто мы съехались из разных мест. Там, не знаю, Гудков живет на Кипре, я в Берлине, МБХ в Лондоне, Настя Шевченко в Риге. То есть мы просто хотели увидеться перед утренним заседанием в ПАСЕ. Вот. И в целом понятно, что вот эта как бы атмосфера, она была абсолютно дружеская, был алкоголь на столе, да, так что в этом смысле языки развязывались. Чуть позже подошли такой своей отдельной как бы такой делегации Карамурза, Наташа, Арно и Милов. Вот. Ну, как бы все. Дело в том, что все настолько в деталях описано. Да, я понимаю, но тут Я могу два разных нюансы. Вот, подхода. например, в этот момент, когда Гарри начал, я объяснял Володе Карамурзе, что такое метамодернизм и как это сегодня меняет фокус на региональное искусство. Вот почему исчезло из лексикона искусствоведов понятие вторичности в искусстве. Вот, то есть, в принципе, как бы был светский разговор людей, которые давно не виделись, но рады друг другу. Я, честно говоря, потом только узнал, что это какое-то такое продолжение споров между Гарри и Володей Карамурзы еще там с 11-12 каких-то годов, что они все время, значит, спорили. Вот. Я этого ничего не знал, то есть для меня это было вообще такой гром среди ясного неба, если честно. Конечно, была какая-то принципиальное разночтение между позицией Карамурзы и нашей общей позицией. Вот. Ну, я, честно говоря, думал, что так как все равно основную скрипку в этом играет ПАСЕ, то есть мы свое дело сделали, мы довели ситуацию до сначала того, что назначен был спецдокладчик, потом то, что появился доклад и была принята резолюция, и, значит, принят регламент. То есть дальше, по большому счету, наше дело закончилось. Мы выслушали, то есть мы так предполагали, что мы просто выслушаем, какой регламент ПАСЕ приняло, вот, и в соответствии с этим начнем там консультации по формированию вот этих 12 представителей. Такой был, ну, у нас было представление об этом всем, значит, но Володя, у него был другой взгляд на это все. Он хотел обязательно, чтобы присутствовала в той или иной форме Юлия Навальная. Ну, с этим многие были не согласны, но понятно, дело даже не в истории, а в том, что, в смысле отношений, а в том, что ну, изначально Волков демонстративно как бы говорил всем, что его не интересует это, что это как бы не важно. Вот. И, собственно говоря,
Ну, как бы не важно, ну и не важно, да. Но, значит, так или иначе произошло то, что произошло. Значит, были некие э, отдельные разговоры, переговоры, значит, Карамурзы, Навальной, Яшина с руководством ПАСЕ. И вот сам факт этих отдельных разговоров, про которые просто ничего не знали, мне кажется, что ну, сами они не особо, ну, как бы какой-то криминал в этом. Но вот Гарри возбудился от того, что никто ничего не знал. Вот. То есть этот факт, он э, вызвал, значит, начало этого скандала. Надо сказать, я удивился, как быстро Гарри, ну, повысился тембр голоса. И вообще, то есть он начал так спокойно, ну, давай поговорим, и уже через 5 секунд это был ор. То есть, а в ответ ему тоже уже орали. То есть, то есть очень быстро это все было, я даже не успел сориентироваться. Вот. А в ответ орали, это имеется в виду Владимир Карамурза или другие люди Не-не, из граждан Карамурза тоже? молчал как Вот раз. я поэтому и Он, удивился, что мы Владимир с мог ним, орать. мы с ним сидели, смотрели друг на друга. Он не сразу понял, что это к нему относится. Он как бы меня спрашивает, это про меня, типа, что это? Вот. Нет, там орала вот эта девушка из, я забыл ее имя, из вот этой Свободной Бурятии. Из «Свободной Бурятии. Бурятии», да-да-да. Да. Она была такая, ну, я бы сказал, наравне с Гарри. То есть Мгм. вполне они, значит, как бы, как бы, э, то есть она держала уровень скандала как бы на должном, на его уровне, как бы децибелы, на уровне децибелов. Вот. И немножко Женя Карамурза как бы участвовала, жена Володи. А сам Володя молчал вообще все это время. Вот. И все, собственно говоря. Дело в том, что вот это ощущение того, что что-то случилось, оно пришло, когда уже все замолчали, и Милов начал подымать эту делегацию. Все, давай уходим, с ними нельзя иметь дело. Ну, в общем, тогда вроде появилось ощущение, что это была не просто перепалка, А а что-то произошло случилось. какое-то событие произошло. Вот. До этого этого не было. Значит, ну, МБХ пытался как-то это все уладить. Вот. Ну, мы с Димой Гудковым пытались как-то шутить. Но, конечно, не переводилось это в шутку, то есть это были Ну, бесполезные попытки. Я почему спросил, являлась ли эта встреча в Париже частью какой-то работы в ПАСЕ, частью, потому что Владимир Нет, это Карамурза, когда он просто, я, говорит честно говоря, даже не знал, что их пригласили, потому что первоначально нас собирали, что, ну, антивоенный комитет перед встречей, значит, я даже не знал, что их пригласили, если честно. Я понимаю, просто Карамурза, когда говорит о том, что это было публичное мероприятие, он имеет в виду, что там присутствовал Не, ну какой-то из смотри, членов мне делегации кажется, ПАСЕ. что сейчас уже, конечно, каждый пытается в свою сторону перетянуть, но это, я бы сказал так, знаешь, как говорят, медицинский факт. То есть, ну, типа, жив или мертв, да, это точно определен. Это было точно не публичная вечеринка, ну, условно говоря, Ходорковский проставился перед утренним делом. Никакого публичного этого не было. Я думаю, что, ну, собственно говоря, Гарри сыграл в игру как раз тех, кого он хотел обидеть. Ну, в том смысле, что э, нежелание подписать Берлинскую, значит, декларацию до самого последнего момента, оно, значит, было основным лейтмотивом действий Володи и всех. И, собственно говоря, вот на этой встрече там с Юлией Навальной, с Яшиным, значит, опять это говорилось, значит, да, соответственно, но как бы произносить это вслух как-то странно, потому что
она действительно достаточно широкая, то есть в ней нету каких-то вещей, с которыми трудно согласиться. Вот. И Гарри дал им просто возможность, ссылаясь на этот скандал, значит, уйти от вот этого подписания или от темы подписания. Ну, попытаться. Надо сказать, я думаю, что все подпишут, но какую-то сделать попытку. Надо сказать, что Милов на следующий день, он выступал сразу после меня, и он, значит, попросил двухмесячного переноса принятия решения о ПАСЕ. Ну, для тех, кто понимает, это означало фактически отмены всего. Мгм. Да, потому что уходил тот президент ПАСЕ, который сделал на это свою ставку. Вот. Вот этот достаточно сложный переговорный процесс, который был, его снова возобновить, разрушить. Значит, украинская делегация, узнав, что Берлинская декларация есть притча во языцах, и, более того, узнав, что там ФБК будет участвовать в этом, могла как бы свой нейтралитет прекратить. А у них большое влияние сейчас. Они жертвы, поэтому если бы они обратились к своим коллегам из других европейских стран, что нам это не нужно, то так бы оно и не было. В общем, фактически Милов решил похоронить. Значит, он сам решил, ну, скорее всего, нет, а было какое-то решение. Э, И это плохая история. Ты знаешь, как бывает иногда, что вначале виноват один, а потом виноват другой. То есть в том, что произошло в ресторане, конечно же, ответственность Гарри. Его никто, ну, я, по крайней мере, не снимает это со счетов, что он, конечно, э, все допустимые, все приличия были нарушены. Но то, что пошло дальше, по своим последствиям, конечно, говорит о том, что с той стороны, ну, игра была, что дело не в скандале, короче. Что скандал стал таким удобным поводом, значит, попытаться отменить создание этой платформы. Мгм. То есть это Это все-таки плохая было история. инициировано Фрирашей. Почему? Потому что ведь, смотрите, есть там, допустим, Карамурза, Дима Гудков, может быть, еще Прохоров. То есть есть 3-4 человека, которые без всякой платформы работают с ПАСЕ. Мгм. И, в принципе, если бы не было платформы, так бы оно и было. То есть вот этих 4 человек в ПАСЕ бы и знали, и они бы все равно они в той или иной форме от нас бы представительствовали. То есть платформа – это попытка построить, ну, по крайней мере, ясную платформу, которая, с одной стороны, значит, понятно, каким образом эти люди появились, а с другой стороны, эти люди обременены уже обязательствами, потому что есть обязательства выстроить отношения с с более широким кругом общественных организаций. Это же платформа. То есть, условно говоря, эти 12 человек – это платформа, а уж на эту платформу должны сесть все, ну, более-менее интересные, достойные оппозиционные организации. Вот так я это вижу. И они хотели это, ну, как бы отменить. И я так понимаю, что для их возможностей работать через ПАСЕ, в общем, это ничего не значило. То есть и у антивоенного комитета, и у Free Russia Foundation и сегодня есть возможность работать с ПАСЕ. Ну вот у меня есть проект, я его с президентом непосредственно обсуждал, без всякой платформы. Вот, про ваши проекты. Я слышал, что вы предложили передать площадки на международных конкурсах,
которые ранее занимала Россия, в том числе место в Евровидении, российскому антивоенному искусству. Это так? Расскажите Это подробнее, если правда, да, это правда. Ну, собственно говоря, это не зависит от того, буду я в платформе или не буду. У меня есть договоренности со всеми, и с Ходорковским, и с Гудковым. То есть все, кто точно попадут, что они будут мне помогать в этом проекте. Именно поэтому я, кстати, я вряд ли думаю, что я попаду, но меня это никак не трогает. Да, идея очень простая. Кстати, вопрос. Я прошу прощения, что перебиваю, но вот был вопрос, как так получилось, что вы сначала сказали, что вы не пойдете, а потом оказались в списке кандидатов? Да. Ну, дело в том, что в антивоенном комитете происходят очень интересные внутри процессы, которые снаружи не видны. Антивоенный комитет понял недавно, что самым сильным, самым влиятельным отрядом в рядах антивоенного движения являются люди искусства. Мгм. То есть, ну, понятно, что интервью Пугачевой сыграло большую роль, чем все движения всех 4 организаций там, и так далее, и так далее. То есть монеточка сегодня для младшего поколения просто является... Они не знают, кто такой Ходорковский, кто такой Каспаров, ну и так далее, и так далее. И так как, ну вот Алла Борисовна участвовала в Слованова, и большинство наших людей искусства вовлечены в мои проекты, и мы буквально на прошлой, 2 недели назад приняли 2 новых членов, это Дима Быков и Маша Алехина. То есть в целом мы считаем, что искусство, люди искусства являются, может быть, самым важным даже элементом вот этого сопротивления сегодня. Не завтра, когда надо будет государство строить, а сегодня. Вот. И поэтому мое вот это в списке наличие, это именно обозначение этого факта. Что антивоенный комитет, вот наряду с юристами, экономистами, политиками, считает обязательным представитель культуры, чтобы был. При этом, ну, я, честно говоря, настолько доволен, как ситуация развивается, что, конечно же, ну, я практически 99,9%, что меня там не будет. Вот, потому что началась волна. Вообще я хочу сказать, что список кандидатов на эту платформу ПАСЕ, это будет прекрасный список. Это вот у нас есть список иноагентов, мы говорим, что вот, значит, какая-то внешняя сила, там Минюст сформировал список хороших людей, да, ну как бы вот как бы. А теперь ПАСЕ, значит, тоже внешняя сила сформировала список оппозиции. И я хочу сказать, что мы со всеми будем работать. Это вам пригодится в условиях того, что в инагенты стали добавлять не только хороших людей, можно будет найти новые платформы. По крайней мере, в начале было такое ощущение, да. Слушайте, мне было так интересно... Так что я хочу сказать, что ситуация с тем, что это стала просто волна такая, самовыдвижение, выдвижение, это прекрасно. То есть это вообще какая-то первая позитивная новость про то, что происходит в нашем, за долгое время. Вот, поэтому я думаю, что меня не будет, но эти списки, это же сами по себе являются некой манифестацией. То есть антивоенный комитет продекларировал, что мы понимаем, что люди искусства играют важную роль в сегодняшней политической, антивоенной, антипутинской деятельности. Мне было интересно, кстати, вот насчет списков, и сегодня мы попытались посчитать, сколько, как минимум, известно, что вот эти люди... Но я отвечу на вопрос твоего коллеги, потому что ты, значит, с этим прихватила. Вопрос очень интересный. Значит, я им сказал, что вот смотрите, что произошло в ПАСЕ, да?
Россию, государство, Кремль выкинули, а каким-то образом оппозиционеров включили. То же самое надо сделать во всех культурных инициативах. Венецианская биеннале, Евровидение, Эдинбургский фестиваль. То есть везде, где представительствовало государство, либо в виде Министерства культуры, либо в виде Первого канала, там, вещателя, везде надо дать площадку нам. Соответственно, мы планируем где-то в мае на платформе ПАСЕ собрать большой такой культурный форум людей и тоже выбрать какой-то, то есть не Гильман там организует что-то, а вот этот культурный форум будет, соответственно, действовать. Вот. И я надеюсь, конечно, играть в этом какую-то важную роль. Вот. Если это удастся, это будет очень хорошо. Я вот не знаю, там, ну, музыканты просто даже не верят, что это получится, настолько они волнуются. Но я знаю, что в художественной среде участие в Венецианской биеннале, если оно будет, ну, уже Россию отменили, если нам передадут, это будет бомба. То есть да, среди людей искусства это воспринимается прям, ну, простым языком, как Оскар. Давайте вот так мы попробуем. Венецианская биеннале, да, это реально, ну, как бы самое ключевое. Карьеры делаются там, то есть вот звездные карьеры. Вот, поэтому у нас есть уже даже проект, мы будем готовить. В общем, то есть, если это все тьфу-тьфу получится, а вроде должно получиться, ну, в общем, на самом высоком уровне обещали нам лоббизм, то это будет прекрасно. Это будет прекрасно. Марат, вы говорили про молодых, которых привлекает монеточка, но из про тех, кто не знает Да, Ходорковского. да. И вот тут хороший пример, я думаю, что мы можем сказать про Наокко, который оказалась вот на концерте у Noise MC в Вильнюсе, выступила с ним. Да, да, А да. что ваша инициатива, что Слово Новое или какие-то другие проекты, в которых вы играете ключевую роль, будут делать для молодых артистов? Ищете ли вы какие-то новые таланты? Как вы этим занимаетесь? Мне вот эта вот часть, механика вовлечения. Окей, Noise, Да. монеточка, привлекли внимание. А дальше как будет проходить какая-то все-таки вовлечение в процесс? Да, спасибо. Это очень серьезный разговор. Собственно говоря, я этим занимаюсь. У меня в Черногории резиденция, она как раз для молодых художников. То есть, собственно говоря, я формирую, когда коллекции, то понятно, что известные художники, у них есть условия хотя бы, чтобы создавать произведения искусства, а молодежь, особенно которая уехала из дому, сбежала от войны, им даже негде работать. Там Гера или ее коллеги помогают им, ну, в житейских делах, да, там виза, там какие-то документы, но помочь Банки, да. профессионально это не менее важно. У меня резиденция, значит, приезжают они на 2 месяца, у них есть студия, есть небольшая стипендия. По завершению профессиональная выставка, минимум одна, в одной из европейских галерей. То есть я даю как бы старт. Я помогаю, и вот в рамках этого проекта, который мы обсуждаем, который должен через 2 года завершиться участием в Венецианском биеннале, мы планируем 50 молодых художников пройдут через резиденцию эту. Вот. Ну, то есть это много. То есть это, конечно, не все, уехало очень много, но все равно надо же отбирать, и это такое ответственное дело. Вот, значит, соответственно, то есть моя идея такая, что я не занимаюсь вот социальными проблемами, но я зато помогаю художникам профессионально. Вот. Значит, что касается музыкальной сферы, мы тут сотрудничаем, я не знаю, знаете, такой есть замечательный парень Боря Барабанов, он был когда-то музыкальным критиком в «Коммерсанте», а сейчас продюсер, и он занимается в Славаново, он занимается как раз музыкой. Вот, и, значит, мы тоже разрабатываем какую-то ситуацию, потому что их сейчас начинают лишать Яндекс, платформы, Мгм. вот.
То есть причем и на агентов, и даже и не на агентов. Ну, в общем, мы сейчас думаем о том, что надо создавать здесь лейбл, и который будет выставлять их на одной из главных платформ. Вот. А что касается продюсерской, здесь это же такая творческая ну, среда. Запрос есть, то есть поэтому здесь надо только придумать, каким образом помочь именно молодым, да, потому что понятно, что прокатчики, они хотят сразу имена иметь. Эти имена надо создавать. Значит, существует механизм, значит, этот механизм очень простой, называется фестиваль. Мгм. В Европе этих фестивалей 1000, если не больше. То есть возможностей продвигать себя много. Просто кураторы этих фестивалей про наших вообще даже не знают. Соответственно, надо создать какое-то агентство, которое будет работать с этими фестивалями и, может быть, говорить, что вот если вы возьмете наших, там, ну, мы возьмем на себя транспорт. Или, ну, то есть каким-то образом стимулировать эти фестивали. Это не гонорарная работа, это именно пространство создания карьерного какого-то роста, имени. На этих фестивалях приезжают продюсеры. То есть вот в Германии каждый город, там 100 тысяч плюс, имеет не один, а несколько своих таких музыкальных фестивалей. Вот Мгм. это надо создать такое агентство. Это, то есть, вот мы буквально на прошлой неделе обсуждали. То есть это все еще пока обсуждается. То есть я как бы, что касается изобразительного искусства, вынашиваю давно, поэтому у меня более готовое такое предложение. А здесь живая ситуация. С театром еще другая совсем ситуация. С театром, то есть она, с одной стороны, неплохая, потому что наш российский театр еще и до войны был более-менее известен и интегрирован здесь. Вот. Но там есть такая очень четкая граница. Вот есть там, условно говоря, 7 имен, которые на расхват, а все остальные, значит, no name. Да? Значит, соответственно, и это означает, что для них аудитория – это только наши бывшие сограждане. Да, то есть вот эти Мгм. семеро работают на всю Европу, а вот для остальных надо сформировать то, что называется мета-Россия. То есть надо фактически попытаться выстроить инфраструктуру россиян, живущих за пределами России, культурную инфраструктуру. Вот. Ну, С то точки есть зрения это, процесса это понятно. Но вот с точки зрения, представьте, нас смотрит там молодой артист, молодой художник, молодой да, да, да. исполнитель, Смотрит и ставит который лайк. да, смотрит и ставит Что? лайки Смотрит и с ставит лайк. антивоенными взглядами. А это Да. местный ютубный юмор. И вот он с антивоенными взглядами, и он хочет попасть в ваш проект, стать претендентом в той или иной части Да, культурной да. жизни. Как ему это сделать? Как человек может Нет, прийти? но что касается, каждый человек это знает, ему это объясняют в университете. Если не объясняют, значит плохой университет. Там портфолио, сэмпл. Дело в том, что продюсер всегда заинтересован в интересном новом, да, Ага. что, на что можно повысить, на чем можно сыграть на повышение. Поэтому главная задача себя, ну, помочь продать. Вот, например, для театра у меня появилась, значит, такая идея. Дело в том, что мой отец, он ну, очень известный драматург. Александр Гельман, значит, классик советский. И у него одна пьеса, называется «Скамейка», она просто, ну, вот, допустим, его другие пьесы там 100 раз поставили, а эту 10 тысяч раз поставили в мире. И не потому, что она там в 100 раз лучше, а потому, что там играет два актера всего. И для театра это очень выгодно. Хорошая пьеса, хороший спектакль, но два актера, почти нет декораций, то есть ты ничего не тратишь. Значит, соответственно, артистам очень трудно встраиваться. Поэтому мы специально хотим сделать ну, такой театр одного актера, то есть брать этих артистов, предлагать им новые пьесы, где они не должны встраиваться, а они должны ну, как бы стать сами
сами спектакль, человек-спектакль. Вот. И начинать свой творческий путь вот с таких вот моноспектаклей. То есть, ну, надо придумывать. Здесь вопрос не в том, что какой-то чиновник где-то что-то может подписать, и перед ними сразу открылись все дороги. Но если одна из проблем – это вот это встраивание, значит, надо искать, как не встраиваться. Например, у Вани Воропаева очень интересно, у него там целая комьюнити в Польше артистов из разных стран, и там главная проблема – язык. Ну вот, Мгм. плохо с языком. Он написал гениальную пьесу, которая называется «Sorry for my bad English». То есть вся пьеса построена на том, что вот человек плохо говорит на языке, но пытается рассказать очень важную свою историю. И вот он, значит, на этом языке, и уже это перевели на немецкий, потому что это очень еще. То есть, как бы, э, в общем, для того, чтобы рвануть, э, как бы людям культуры, кроме там каких-то лоббистских усилий или там финансовых помощи, ну, нужно как-то придумать. А чем вам тут поможет ПАСЕ? Вот мы про ПАСЕ начали разговаривать. Где вы видите здесь роль ПАСЕ и европейских бюрократических организаций в этой всей истории? Нет, ну вот, например, если мы говорим про театр, есть Эдинбургский фестиваль, который, в принципе, раньше туда ездил Большой театр всегда от государства, да. Значит, мы можем договориться, что там будет специальная программа. А у них еще есть Фрингл, Эдинбургский фестиваль Фрингл, ну, какие-то свободные такие. То есть весь город – это тысячи театров на август месяц. То есть мы можем каким-то образом получить от них. Ведь что такое ПАСЕ? ПАСЕ – это же не Европарламент, а это собрание парламентариев разных стран. Мгм. Соответственно, мы там можем договориться с ребятами из Шотландии, они договорятся со своим этим организационным оргкомитетом Эдинбургского фестиваля. Вот. То же самое Венецианское биеннале с президентом Италии. То есть мы хотим, чтобы ПАСЕ помогло нам преодолеть вот это, то, что обычно называется cancel Russian culture. А вот про кандидатов мы говорили, говорили, Давай, да. что был большой список кандидатов. Пока что нам удалось сегодня насчитать 25 человек, которые заявили публично о том, что они идут. Слушай, ну я знаю там каких-то 20... 25 на 8 мест получается, потому что среди них нет ни одного деколонизатора. Ну смотри, 25 это что-то мало. Мне казалось, что больше гораздо. Это из тех, кто только публично известен, если мы считаем, что от РДК пойдет один человек. Да, ну смотри, ну надо посмотреть, но вот там какая-то 21 организация объединились и Да, выдвинули свой список. но они пока что они отказались писать на ту почту, которую опубликовал антивоенный комитет, и они пытаются пробиться напрямую к президенту. Ну, неважно. Вот смотри, я сейчас, значит, как я понимаю, все-таки ПАСЕ будет выбирать только тех, кого они знают. Мгм. Вот просто. Вот мы знаем этого человека. У них был очень негативный опыт с белорусской этой Да. делегацией, поэтому они, значит... Но я, когда говорю про то, что это замечательный список, я именно говорю о том, что 4 года войны, 4 года тяжелейшей работы, разочарования и так далее, и так далее. И все-таки люди хотят, как только появится какая-то возможность, люди говорят, я хочу там, быть в ПАСЕ, я буду делать то-то, то-то, то-то. Вот этих людей-то, как это и есть, собственно говоря, тот ресурс, который у нас есть, с которым надо работать. Платформа должна работать. Вот здесь очень важно, да, там, условно говоря, вот там, да, я не буду
платформе. Ну, значит, с этим проектом платформа должна работать. То есть кто-то из тех 12, которые там будут, должен взять этот проект и сказать: окей, я буду проводником. Соответственно, люди, которых там вокруг какой-то проблемы пришли, платформа должна работать. То есть я считаю, что проект живой, именно вот эта реакция, желание людей что-то делать для всех, это прекрасно. Понятно, что попадание внутрь ПАСЕ дает тебе какую-то дополнительные пиар-возможности, дополнительные возможности, опять же, не дополнительные, легко. То есть просто общаться с этими депутатами, решать свои какие-то вопросы, лоббистские Мгм. возможности. Но мне кажется, что все те реальные силы, которые проявили себя в рамках вот этой заявительной кампании в ПАСЕ, будут обязательно работать с платформой. Да, конечно, будут. Это нам уже рассказывал Дмитрий Гудков. Не на эфире, правда? Но да, рассказывал, что планируется создать еще отдельную рабочую группу по взаимодействию, значит, всех организаций с этой группой. Абсолютно. У нас есть опыт антивоенного комитета, есть так называемые ассоциированные члены. Мы с ними часто очень проводим какие-то совместные акции. Вот, то есть они сами по себе, они независимые организации, но в то же время, значит, мы им помогаем, когда публичными людьми, чем можем. Вот. И это зарекомендовало себя лучше, чем у Гарри была идея создать филиалы форума «Свободной России» в разных городах. Там вот отделение в Берлине, отделение в этом. Но мне кажется, не сработало. То есть я вот просто наблюдал за тем, что происходит с берлинской организацией. В общем, это не работает. То есть а вот самостоятельные организации, которые сами по себе взаимодействуют с ними, это работает. Марат, а вот в вашей идеальной делегации в ПАСЕ были бы в ней представители ФБК или нет? Мы начали с представителей ФБК. Знаете, я так скажу. Я, во-первых, разделяю Юлю Навальную от ФБК. Я был бы счастлив, если бы Юля была там. Конкретно. Она. Но не ФБК, ШМБК. Понимаете? Для меня ФБК – это организация, в которой люди получают зарплату. Вот там, условно говоря, Жданов перестал получать зарплату, он уже не ФБК. Да, то есть это А не... Иван Жданов может быть в вашей делегации в ПАСЕ, в идеальной, если он больше не ФБК? Мне кажется, что он безвредный человек, но не очень полезный. Вот так бы я сказал. То есть я не очень понимаю, зачем он нужен, но так по-человечески мне кажется, что он потому он и выпал из этого гнезда, что он симпатичнее мне, по крайней мере, чем остальные персонажи. Вот Но смотрите. Юлия Навальная была бы в вашей идеальной делегации. Да, конечно, конечно. Нет, дело в том, что значит, это же там не нужны сотрудники. В платформе не нужны сотрудники. Вот. В платформе нужны люди, у которых есть сотрудники. Вот. То есть, как бы есть своя какая-то аппарат и так далее, и так далее. То есть там не платится зарплата, там это другой тип. То есть фактически, кстати, Free Russia Foundation, она по-другому построена. Она не построена как корпорация. Хотя там тоже получают зарплаты, но нам понятно, что и Яшин, и Карамурза – это публичные люди. И, например, если завтра они будут уволены из Free Russia Foundation, они ничего не потеряют, даже выиграют. А Илья Яшин работает во Free Rush Foundation. А Илья Яшин работает во Free Rush Foundation. Да. То есть они ничего не потеряют от этого, то есть, например, это если... была публичная информация? По-моему, это не было публично известно.
Ну, по-моему, нет, наоборот, известно все его поездки, вот эти, все, это все. Ну, я не знаю, Нет, может быть, он понятно, не... понятно было, что это было организовано, но, насколько я понимаю, Не, не ну, было известно, организованно, по крайней мере, мне, профинансировано. да, Нет, по но крайней он мере, мне не было известно, живет что... на эти деньги, то есть у него, вот. Я не вижу в этом, я здесь согласен с Карамурзой, который на «Эхо Москвы» сказал, что вопрос не в том, откуда деньги, а вопрос в том, что за эти деньги тебя просят что-то сделать или нет. Но я к этому бы еще добавил. Вот если ты потеряешь эту позицию, ты потеряешь что-то или нет? Вот Волков и это самое, Певчих, если они уходят из ФБК, они просто растворяются в никуда, в нигде. Вне ФБК их нет. Карамурза и Яшин скорее наоборот. Это они создают Free Russia Foundation. Да? Если они уйдут, то Free Russia Foundation уйдет в небытие. Вот для меня вот эта разница. Поэтому я за Яшина, за Карамурзу, за Навальную, но вот против ФБК, как некой такой организации, просто потому что это структура, которая нацелена на то, чтобы получать деньги, платить зарплаты. В этом ничего нет плохого. Это им надо в другое место. Я просто, например, знаю в Берлине ребят очень интересных, которые были раньше в ФБК, они просто вышли и сделали коммерческую расследовательскую организацию. Ну и Такие нормально. бывают. Да? Все-таки по поводу Волкова я попробую вам возразить, если позволите. Все-таки Леонид Волков избрался в депутаты еще до всяких ФБК, он был депутатом в Ну, Екатеринбурге, городским. растерял. Растерялся. То есть, ну, конечно. Ну, то есть, как бы, ну, вообще история, мы давно живем, да, все. И мы прошли через разные периоды жизни нашей собственной. Но сегодня, значит, в декабре 25 года опять же, это не негатив, просто им там делать нечего. Мгм. Я бы вообще на их месте вот сделал бы вот такую же коммерческую расследовательскую организацию, которая иногда для пиара выпускала бы расследование, ну, такого общественно значимого масштаба. Вот. А в целом к политике это не имеет никакого отношения. Вот Так, совсем никакого. вопрос в чате. Да. Да, у нас есть вопрос в чате. Есть ли какая-нибудь пьеса, которая вам кажется больше всего похожей на раздор в оппозиции? Да, хорошая. Тут мне кто-то написал, ну, сразу после вот этого скандала, что это получается смесь фильма «Гараж», если кто помнит, и «Корона Российской империи». Комбинация такая. Вот. Да. Но, к сожалению, там не было драматургии. Все-таки драматургия тогда, когда там на 2 часа. Вот. Но то, что происходит дальше, вот я хочу сказать, что, знаете, как это, да, конечно, все это ужасно, все это плохо, что они там поссорились, но это вызвало такой интерес, и этот интерес вызвал столько вот людей позитивных, там и Люба Соболь, и ты, и Даша, то есть как-то формулируют, хотят. Этого бы ничего не было бы без скандала. Вот поверьте мне, без скандала было бы как? Мы провели бы в ПАСЕ, они бы нам рассказали, они сами довольны были бы, если бы никого не было, кроме нас 3. Ну, окей, Навальная бы попыталась кого-то от себя, ей бы сказали, что только известного человека, ну, самостоятельного, у которого есть это самое, и они бы фактически договорились бы, окей, давай Яшин будет идти от ФБК, чтобы сохранить какие-то там квоты. То есть вот 4 организации создали, то есть не было бы вот этого прекрасного
воодушевляющего, волнующего процесса, списки, аж кто эта девушка, которая там эти собирает, все вот этот, весь этот настоящий интерес. Я просто наслаждаюсь этим. Я просто понимаю, что вот именно вот этот скандал э, сломал вот этот, ну да, какая-то там, Арно говорит, картельная договоренность. Ну, не картельная договоренность, ну, как-то вот есть 12 мест, давайте как-то решим. Вот антивоенный комитет считает, что так как у него он очень большой, у него есть ассоциированные, мы хотим столько-то мест, а вам, значит, столько-то. А мы, ну и вот такой был бы процесс, да? Вот. А именно от того, что Гарри этот процесс вскрыл, получается, в нем появились какие-то интересные опции. Но при этом надо подчеркнуть, мне кажется, что от антивоенного комитета нету выдвинутых людей, которые были бы из ассоциированных членов. Есть только вот прям члены антивоенного комитета. Да, это правда. Значит, там главное все-таки играет Пассе. Значит, Пассе очень жестко. Мы хотим людей, которых мы знаем. Угу. Мы, кстати, ну, потом, после этого процедурного, после того, как все произойдет, там я еще чего-нибудь прокомментирую. Значит, вот смотрите, вот меня взять. Я надеюсь, что и меня не выберут. Почему? Объясню. Потому что мне это добавит какой... То есть я знаю уже сегодня, что те проекты, которые я хочу реализовать, я с помощью этой платформы смогу реализовать, не будучи даже этим. Но 4 недели в году, если меня выберут, вы да получше. А мне гораздо более интересно, мы сейчас там решили делать в Брюсселе, потому что после ПАСЕ будет еще же Евросоюз, Угу. Европарламент. Европарламент, да. Поэтому мы решили в Брюсселе делать галерею для российского оппозиционного искусства. Так что мне даже больше интересно получается сегодня Брюссель, чем Страсбург. Вот. То есть мы распаковали ситуацию, значит, и сегодня, вот смотри, в антивоенный комитет организациям надо быть ассоциированным членом. Да? Это, ну, в каком-то смысле, значит, использовать как зонтик некую организацию, которая, ну, в которой вот Латынина вообще недавно только ушла от нас, да? Ну, то есть, которой кто-то нравится, кто-то не нравится, и так далее, и так далее. Не все этого хотят. А вот платформа ПАСЕ, она абсолютно нейтральна. Да? Взаимодействовать с ней ну, нет ни одного аргумента, почему бы этого не делать. Да? Поэтому я думаю, что это сыграет важную роль. Смотри, я буду сейчас вот в мае делать этот форум культурный на площадке ПАСЕ. Я бы мог его сделать на другой площадке, и мы бы говорили о том же самом. И мы бы позвали туда там 3-4 депутатов из разных стран, и они бы приехали, к нам приезжают, даже в Черногорию приезжают. Вот, то есть, но вот этот статус, он дает вот это нейтрально, что это не Гильман позвал, да, а это в рамках парламентской ассамблеи. Человек, который пришел, он не должен быть никому благодарен. Он пришел делать свое дело среди тех таких же людей, как он, которые тоже хотят делать свое дело. Поэтому у меня настроение вот именно в этой части очень хорошее. И, конечно, внутри организации происходит, ну, то есть у нас есть несколько людей, которые, ну, там, положили много сил для того, чтобы это вообще произошло. И кто-то из них был уверен уже, что у него будет статус руководителя. Понятно, что вот в нынешней ситуации, при нынешнем ажиотаже,
если бы человек сейчас был тот, кто является руководителем этой нашей делегации, ну, фактически он бы был, значит, лидером антипутинской, антивоенной оппозиции. Значит, все этого не будет. Этого не будет. Ну, то есть я думаю, что для политиков это важно наращивать свои лоббистские возможности. Это их работа. Поэтому я за Диму Гудкова даже больше, чем за Ходорковского, чтобы он был. Вот. Потому что ни я, ни Ходорковский, мы никогда уже не будем профессиональными политиками. Мы игроки, да, условно говоря. У нас есть какое-то влияние, у нас есть какие-то компетенции и какие-то амбиции. А профессиональный политик – это там набор компетенций, да, лоббизм является важнейшей частью этих компетенций. Вот, поэтому там Карамурза, то есть я, ну, как будущий министр иностранных дел, например. Это очень важно, чтобы он там был, да? То есть, если он там побудет, то там, если вдруг он станет министром иностранных дел, все это пойдет в плюс, на пользу, он будет, да, значит, Гудков. То есть, я вообще за то, чтобы люди, которым это нужно именно как компетенция. А я человек, которому это нужно для моих проектов. То есть моя задача договориться с лоббистом, вот, и чтобы он мой проект продвигал. А мне самому там сидеть, очень приятные люди, но у меня было столько возможностей заниматься бюрократией в свое время, что я просто, мне кажется, что я счастлив, потому что я с 84 года нигде не работал. Вот представьте, вы с какого 84-го. года, вы Остался какого года статистикой. рождения? 2000-го. 2001-го. 2000-го. А вот представьте, значит, в 84 году, значит, отменили закон о тунеядстве. А То и вы есть до сразу этого перестали. человек, если не работал, его могли в тюрьму посадить. Да. То есть он обязан был где-то работать. И 1 марта отменили этот закон, 2 марта я написал заявление об увольнении с работы. Мне очень важно, что я сам распоряжаюсь своим временем, что Ну, как у меня Бродский. нет... Ну да, как каждый из Бродского нас. как раз судили по статье о За тунеядстве. тунея, его, да, Да-да. его как раз тунеяд. Но в 1984 году этот закон, по которому судили Бродского, его отменили. Тогда все-таки под конец уже хочется спросить про брюссельский диалог. Вы упомянули его коротко. Я был на первом брюссельском диалоге. Да, И тоже да, про да. формирование брюссельского диалога тоже стоит, наверное, немножко сказать, потому что я не очень понимаю, как он формируется. Я так понимаю, что его по-прежнему организует Андрюс Кубилюс, хотя он теперь еврокомиссар по обороне, насколько я понимаю. И повысился статус человека, который раньше занимался... Сергей Лагодинский теперь на его Теперь... позиции. Как бы. понятно. Понятно. До этого просто... Там был Сергей Да, Лагодинский, там был Андрес Кубилиус, там был господин да. Гита, кажется, из французский европарламентарий. Я был на первом брюссельском и надеюсь побывать на втором, но это посмотрим еще. Да. И Но там как вам тоже кажется... идея создать постоянно действующую. То есть кроме вот этих как бы периодически проводимых форумов широких, создать постоянно действующую комиссию какую-то при Европарламенте. Вот. И там, кстати, она будет отличаться сильно от ПАСЕ, потому что там ФБК участвует не то чтобы, даже, может быть, даже чуть более активно, чем остальные игроки. Вот. То есть это будет очень, вообще это интересно. Как бы, вот мы сейчас с Белковским этот проект «Мета Россия» как бы пытаемся сформулировать правильно.
Вот. И идея его в том, чтобы увидеть в самоорганизации россиян, уехавших из России, за пределами России, элементы некого виртуального государства, рассеянного государства. Там, например, Гера, значит, является, я не знаю, как это там, тоже внутри этого рассеянного государства какой-то функционал. То есть это надо осмыслить, описать, вот. Но вот в этом смысле какой-то даже как две палаты, да, там верхняя и нижняя, а у нас будет ПАСЕ и Европарламент, и они будут разные. Вот. И это тоже очень интересно. Лорды? Видимо, да, потому что Европарламент. Дело в том, что, конечно, это, смотри, значит, ПАСЕ это как Совет Федерации. Ну, я говорю, То Палат есть, лордов. да, лорды, то есть регион представляют, как бы страны представляют. А Европарламент это единое правительство Европы, да, значит, то есть начинается какая-то, вообще я хочу сказать, что начинается какая-то сложность. А мне очень нравятся сложности. Мне как раз не нравилось, когда все упрощалось. Когда там говорили, либо ты там, я не знаю, даешь деньги на оружие ВСУ, либо ты, значит, и так далее, и так далее. Вот мне не нравится упрощение. Даже если они какие-то логичные, там, все равно это плохо. Когда ситуация упрощается, то мы не нужны. Нужны либо кошельки, либо солдаты. А люди более сложно устроенные тогда вообще не нужны. Вот. Вы за квоту для деколонизаторов ПАСЕ или нет? Тоже вот хочется задать такой вопрос. Есть он у меня. А то вас обвиняют же прям, как всех членов антивоенного комитета, что вы вот ярко выступали против квоты на... Сейчас объясню. Мы хотели бы, чтобы они жили отдельно, чтобы это была отдельная платформа. Мы за. Мы всеми руками за. Мы считаем, что у них должна быть своя квота. Но просто даже... То есть вот мы считаем, что российская платформа, раз уже она вокруг Берлинской декларации сформировалась, то она должна этому как-то соответствовать. Да? А там есть все-таки, что Россия должна вернуться в собственные границы. Да, конечно, имеется в виду отдать все, что забрала Украина, но в том числе и там нет такого, что у нас, я не могу сказать, что это консенсус, у нас вообще политические взгляды, что-то есть общее, но разное у всех. Но некоторое представление о том, что если удастся, то лучше бы федерализация предельная, как альтернатива развалу страны. Все-таки это как бы основная такая внутренняя интенция внутри антивоенного комитета. Когда мы говорим про правильное устройство России, мы думаем так. Потому что любые территориальные процессы – это кровище. Так поделили, не так поделили. Эта деревня куда неслась, туда, Сумгаит. То есть получается так, что проблема не в том, чтобы страна, чтобы было вместо одной страны несколько стран, а проблема в том, что сам процесс этот, в общем, чреват какими-то в общем, смертями, там, трагедиями. То есть вы тоже деколонизатор, но деколонизатор здорового человека. Вы за большую федерализацию, за тоже национальные какие-то права, но в рамках большой федерации. Да, мы за предельно возможную федерализацию. Вот, за предельно возможную. Фактически до уровня Соединенных Штатов Америки. Потому что там фактически каждый штат – это такое небольшое государство самостоятельное. Марат, а вот я думаю, что последний вопрос мы вас отпустим. В чате задают. Что вы думаете по поводу голосования
ну, то есть, если бы организовали прямое голосование, поддержали бы вы это или нет, за кандидатов в ПАСЕ? Нет, конечно. Это обсуждалось. Просто это не обсуждалось открыто. Ну, типа, давайте мы сами что-то организуем, типа голосования, а вы к этому как-то отнесетесь. Ну, вот смотри, я живу между Черногорией и Берлином. Ну, в Черногории сейчас, наверное, такая же ситуация. Ну, нет, получше, но в Берлине половина – это путиноферштейры. То есть в Трепов-парке День Победы отмечается 8 и 9 мая. Конфликт, да? Теперь представь себе ПАСЕ, которая заняла абсолютно четкую позицию, да, антивоенную и так далее, они принимают в себе людей, за которых голосовали, в том числе и те, кто как бы является единомышленниками Путина. То есть ты же вот здесь как бы голосование внутри подписавших декларацию, но это уже какая-то вымученная история. А голосование в целом, это, собственно говоря, вот смотри, мы четко понимаем, я четко понимаю, по крайней мере, что мы сегодня представляем меньшинство. И я не хотел бы сегодня представлять большинство российского общества, понимаешь? Я считаю, что ему нечего делать сегодня в ПАСЕ, большинству. Оно должно пройти какой-то путь. То есть я никого не осуждаю, но им там не место. Вот, поэтому, к сожалению, у нас вот этого шанса, дело даже не в том, что там голосование трудно устроить, а дело в том, что вот так получилось, что Берлинская декларация – это единственный, ну, более-менее массовый документ, отношение к которому является отношением, ну, в общем, позиционирует человека. Вот. Значит, поэтому нет, я считаю, что это нереально, а если бы это было, то были бы опять какие-нибудь вещи, которыми мы бы с вами очень сильно расстраивались бы. Вот. Расстраиваться Но не выиграла будем. бы Катя Шульман. Это правда. Номер один была бы Катя Шульман. Екатерина Михайловна выиграла бы, это правда. Вы все-таки в каждой новости находите, в каждом подходе оптимистичный сценарий. И скандал у вас привлек Я очень внимание, и доволен, выиграла бы что Екатерина Катя... Шульман. Вы знаете, да, что мы с ней сейчас ездили в Кишинев, помогали Майе Санду с этими выборами предыдущими, тоже Евгений Чичваркин с вами, воевать. по-моему, ездил. Да, и Чичваркин с нами ездил, ну, кто есть, Дима Гудков. Вот, и мы общались, я ей сказал, что она мой кандидат в президенты, давно уже, вот. Я в целом, как бы, мне вот Катя и МБХ, и Ходорковский нравятся вот этим своей отсутствием даже гена радикальности. Я же долгое время был членом Каспаровского форума. Я ездил, и я поддерживаю до сих пор Легион «Свободная Россия». То есть, но я не готов осуждать тех, кто делает по-другому. То есть я считаю, что вообще нам не нужно, чтобы все люди делали одно и то же. Надо, чтобы была какая-то многоголосица. И я даже там людей, которые живут в России, у меня там куча друзей. Дело даже не в том, что я знаю, что они антивоенно настроенные, а просто дело в том, что те люди, которые не совершали сами преступления, ну, они там, у них другие взгляды. Я печалюсь по этому поводу, но как бы никого, значит, не обвиняю. И
каждого из них, в каждом из них вижу возможного своего зрителя, слушателя. Ну, то есть, как бы я к ним отношусь как к аудитории, которую надо перетянуть на свою сторону. Вот. И вот Катя и Ходорковский тоже два таких человека, которые, они абсолютно спокойно относятся к людям прямо противоположных взглядов собственным. Они их изучают, они с ними разговаривают. Вот, да, так что Катя, но Катя, конечно, она еще и яркая, она еще и, значит, очень, ну, настолько богатый ее язык, вот, она прекрасна была бы президентом. Тем более Президент она женщина не... вообще хорошее развитие для России. Мне кажется, это очень важно и правильно. Это тоже, если Ну, про оптимизм. для мира. Для мира в том Я числе. сейчас делаю проект для Молдовы. Молдова, кстати, очень интересно. Это единственная страна, в которой есть проблема брошенных мужей, а не брошенных жен. Вот. То есть, значит, ну, в ней еще с 18 века наследство передавалось не как в России, только по мужской линии, но по мужской и по женской. Вот. И это не зря, в смысле, не случайно, что президент Майя Санду до этого премьером была там. То есть, как бы, в целом, это, я думаю, что для всего мира наступает какой-то такой период, когда вот эти женские качества становятся более важными для большой общественной. Дело в том, что раньше было наоборот. Мужчина выходит из дома, он занимается общественной жизнью в разной форме, а женщина в доме. Сейчас наоборот получается. Мужчина как бы на себя тянет, у него страсти, у него там... Вот, а женщина готова часть своего времени отдавать общему делу. И я, честно говоря, думаю, что вот должна пройти сначала эта революция искусственного интеллекта, а потом после этого вдруг окажется, что нами управляют женщины. А мы этому довольны. Как в семье. Я в семье, например, у меня руководит жена. Она на 28 лет моложе меня, но она руководитель в семье. Это очень приятно слышать. И я тоже надеюсь, что правый поворот как-то обвернет нас, как-то мы и людей из Трептов парка не увидим в ближайшее время там у власти. Гера что-то заскучала с нами. Я поправляю немножко. Она поправляет новостную рамку. И, Марат, спасибо вам большое. Я думаю, что нам надо еще переходить к новостной рубрике, а то мы по таймингам эфира прям очень аккуратно. И спасибо большое, спасибо, что рассказали. Да, спасибо большое, что пришли. Успехов во пришли. всех проектах. До свидания. Да, всего хорошего. И мы продолжаем. Кажется, да? Рамка на 2. Да, мы продолжаем. У нас просто была ситуация, так как был пересозданный стрим по-быстрому, у нас стоит превьюшка с Денисом на нем, оказывается. Бывают и такие истории. Ну, я надеюсь, ты поменяла превьюшку. Нет, я не могу этого сделать, оказывается, во время стрима. Хорошо, я думаю, что учимся на ошибках. Расскажи, Гер, про свое выдвижение в ПАСЕ, раз мы послушали Марата. Да, рассказываю. А я покурю. Меня тоже приняли решение выдвинуть, и так, отлично, Сережа ушел, давайте переключимся тогда на вот такой вот внешний вид. Да, в общем, Совет Искры — это 3 человека в каждой итальянской ассоциации. Да, кто-то там говорит, что вот понятно же, что вас там немного. Понятно, что нас там немного, но есть такие итальянские тонкости, что в каждой ассоциации должен быть человек, который... должны быть 2 органа управления. Это ассамблея членов и, соответственно, совет. В совет у нас входит 3 человека, я, еще 2, которые не особо публичные люди. Вы с ними можете пообщаться и в чате сторонников, и в чате спонсоров.
Вот. И есть ассамблея членов, в которую входят, соответственно, все, ну, по нашему уставу входят все члены организации, которые состоят в организации больше 3 месяцев. Вот, и совет принял решение о том, что нужно выдвинуть мою кандидатуру в ПАСЕ, и, соответственно, на вот этом у нас получилось, что да, я тоже выдвигаюсь, мы направили заявку, попросили дать ответ, что заявка, что письмо получено. Пока что ответа, к большому сожалению, не получали. Будем надеяться на какую-то хорошую совместную нормальную работу. Я предлагаю немножко перейти к новостям. Вот Австрия, например, пообещала выдавать мультивизы до года, но с определенными условиями. Как рассказал новый посол в Вене, российский посол в Вене, австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до 1 года при выполнении некоторых условий. Среди них наличие у заявителя уже выданной годовой визы или 3 однократных виз в течение 2 последних лет. Ну, то есть просто формализовали те правила, которые и так уже были известны до этого. Поэтому, ну, теперь хотя бы будет понятно, какие критерии, на что смотреть и так далее. Сергей, я надеюсь, что у нас вернется. Сейчас мы немножко подправим еще нашу трансляцию, чтобы все было хорошо. Да, Сергей, спасибо большое. Нет, Сергей еще не вернулся. Так, мы редактируем название, чтобы у нас все совпадало. Вот Сергей у нас возвращается. И Сергей, я думаю, что можешь рассказать вам про следующую новость, пока я редактирую. Про следующую новость. Начну про следующую новость. У нас тут целый час член антивоенного комитета галерист Марат Гельман рассказал про ПАСЕ. Поэтому я хочу напомнить, что пока Гера редактирует название трансляции, что этой трансляции можно ставить лайки, что Искру можно поддерживать, чтобы Гера не только помогала... Секунду, потому что Искру, да, можно поддерживать, но для этого нужно сначала обновить ссылку. Еще, потому что ссылка у нас все время это тоже висела старая. Да, но я надеюсь, что сейчас Гера поправит ссылку, и можно будет поддерживать Искру по новой ссылке. Со старой тоже ничего страшного, она разве что не открывалась. Да, она работает, она просто не открывается в некоторых странах. Да, поэтому, как бы, чтобы Гера могла улучшать работу Искры, чтобы вот такое были происходило ресурсы пореже. Да, чтобы были ресурсы на помощь людям, я думаю, что можно Искру поддержать. Я начну с этого, не с новостей. Я вот писал там Гере, пока курил, что можно напомнить про лайки и донаты, и я это сделаю сам тогда. Мне вообще, я попробую послесловие сказать немножко по поводу такого нашего разговора, и, мне кажется, достаточно состоятельного разговора с Маратом. Это был, мне кажется, что очень зря дорогие коллеги уклоняются от демократии, очень зря они боятся ватников Стрептов парка. Эти люди вряд ли придут голосовать, и мне кажется, что это... Ну, просто есть там явно устоявшиеся лагеря тех, кто хочет выборов, и тех, кто хочет пока какого-то спокойствия. Как будто бы, если вы хотите поставить фильтр уже есть. Я только не понимаю, почему вот Марат предлагает голосовать, значит, только тем, кто подписал Берлинскую декларацию. На самом деле, мне кажется, что нужно предлагать голосовать просто... Нет, тут это можно считать компромиссом с ПАСЕ. Тут это можно считать компромиссом с ПАСЕ. Я понимаю, но почему не компромисс в виде того, что кандидаты должны подписать? Все-таки сейчас он такой есть. Ну, да. Опять же, мне немножко жаль, что Марат видит от ФБК там только Юлию Навальную, потому что я там небольшой фанат ФБК, но мне кажется, что спектр должен быть представлен целиком. Вот есть у меня такое. Но для того, чтобы спектр был представлен целиком, это не может быть ограничиваться организациями. Опять же, Максим Кац явно ведет политическую деятельность в тех рамках, в которых она доступна в эмиграции. Чуть не сказал in exile. Недавно в Твиттере был мем отдельно. Ты просто, значит, понтуешься Нет, я вспомнил. Я вспомнил твиттерский мем, когда кто-то из каких-то тоже персонажей в Твиттере вырезал кусок Арно, где она говорит, что мы хотели убрать пункт про in exile, и они хотели убрать пункт про аннексию. Ну, то есть человек услышал слово аннексия, слово in exile. Что-то такое было, да. И я из-за этого осекся. Ну,
есть много разных, опять же, политиков, не очень организационных, не очень горизонтальных, не очень входящих в те или иные структуры, при этом, как мне кажется, важных для репрезентации там, российского гражданского общества. Опять же, у нас там есть Михаил Лобанов, это левый политик из Москвы. Он, кажется, он не присоединяется ни к каким организациям, при этом он вообще-то избранный депутат, ну, сейчас, да, по-прежнему избранный депутат Государственной Думы, просто мандат у него украли с помощью электронного голосования. Но так-то он выиграл Попова в Москве. И это тоже важный человек. Есть там бывшие депутаты Московской городской думы, которые в том числе продолжают вести активную политическую деятельность. Евгений Ступин. Есть, что уж тут говорить, есть политики либертарианской направленности, там есть вольницы, и есть самые разные организации, самые разные направления, которые, ну, как-то не очень укладываются в концепцию 3 китов, 4 китов, антивоенный там, комитет, форум «Свободной России», хотя вот, честно говоря, положа руку на сердце, я не понимаю, что там делает Каспаров. Кроме того, что он там в прошлом веке выиграл в шахматы. Это я не понимаю. Ну, слушай, вот тебе до этого дня как бы было непонятно, ну, не тебе, вот в спонсорском чате, я думаю, ты видел, писали, спрашивали, было непонятно, что Марат Гельман делает в антивоенном комитете. Теперь, мне кажется, всем понятно. У меня вот в личку, кстати, во время стрима респектуют Марату за его деятельность. Мне кажется, что мы хорошо поговорили, и Марат очень подробно рассказал тоже про свои проекты, про свою деятельность культурную. Я почему спрашивал, как мне, как там, условному художнику, артисту там прийти, потому что все-таки это все равно существует в пузыре, в бабле. И понятно, что артистам это все равно виднее, наверное, чем мне. Но я, допустим, не представляю, как мне прийти к Марату Гельману. Я вот представляю, там, через Геру, но если бы я там был антивоенным художником в эмиграции, который еще плохо себе представляет российский политический ландшафт, то это же там супер заряженный нетворкинг, на это надо тратить часы вместо творчества. И мне как раз было интересно про открытость поговорить. Вообще у Марата открытая личка в Твиттере, ему можно просто написать. Вот, друзья, если вы занимаетесь антивоенным искусством, то вы можете написать в личку Марату Гельману в Твиттере. Надеюсь, мы не насоветовали. И Марату Гельману не напишут ничего. Я еще не очень понял, что он имел в виду под «ездили помогать Майе Санду». У них там был какой-то форум. Я помню, Евгений Чичваркин, он просил сделать доклад от ЛПР про какие-то выборы. Какой-то доклад. Да, они действительно перед выбором приезжали, и там даже было публичное выступление, но я так понимаю, что публично до этого момента известно не было, что они как-то общались с Майей Санду, или как выражается Марат Гельман. Она же была, по-моему, на этом же форуме. Я не знаю, я, может, пропустил. Я видел публичное выступление. Я, может быть, ошибаюсь. Ты, может быть, пропустил, а я, может быть, ошибаюсь. Я не буду утверждать. Я был удивлен этой информацией, но это могло быть моя. А ты был удивлен информацией о том, что вот Илья Яшин сотрудник Fresh Foundation? Да, я переспросил уже специально, чтобы слышать этот ответ. Что тут уж у нас послевкусие такое... Надо уже честно проговорить. Короче, я переспросил, чтобы слышать ответ. У меня не будет такой шутки, которая пришла мне в голову. Давай обойдемся, да, действительно. Да. Не, серьезно, про Майю Санду. Друзья, если кто нас смотрит, скажите в чате, там, чтобы написать в чат, нужно быть подписанным на канал, но подпишитесь на канал и напишите в чате. У нас была публично известная информация, что кто-то ездил помогать Майе Санду из российской оппозиции. Я очень жду ответов в чате. Надеюсь, что Чес, регулярный зритель, например, периодически появляется, скажет мне я, потому что точно это пропустил. Так, я предлагаю тогда пойти по новостям. Давай. В Болгарии задержали 2 россиян по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости. Ну, у нас, соответственно, наша новость от наших друзей из порта. Со ссылкой на российское посольство в Софии, где 2 граждан, Олег Ольшанский и Сергей Ивин, были арестованы по требованию Вашингтона, и их планируют экстрадировать в США. По одному из них уже принято решение, по Сергею Ивину заседание суда по существу дела пока не проводилось. Утверждается, что россиян задержали в аэропорту Софии, после чего поместили в изолятор. При этом на данный момент неизвестно, в чем именно их обвиняют. Меня пугает эта практика. Я хочу относительно публично на наш небольшой уютный стрим заявить, что заседание по делу Игоря Рогова закрыли по требованию польской прокуратуры.
Даже так? Мы не узнаем, да. Ну, то есть я позволю себе сказать, что это у меня эта информация есть. Я не знаю, писали уже Ну про это, что, нет, коллеги не они не писали. расценили как достаточный общественный интерес? Нет, не расценили, говорят, дело шпионажа будем рассматривать в закрытом режиме. Прокуратура ходатайствовала, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о закрытии дела Игоря Рогова, о закрытом рассмотрении. Поэтому и вот сама практика закрытости, и того, что мы не знаем, там очевидно, то есть давайте как бы простые вещи. Путин посылает в Европу шпионов. Нет, Путин давай не посылает в так. Европу... Давай начнем не с этого. Давай начнем не с этого. Проблема, мне кажется, в том, что за человека могут вписаться либо российские власти, которым так или иначе в закрытом виде передадут, либо могут вписаться, которые уехавшие правозащитники, но если все дела будут проходить в закрытом формате, а МИД не захочет помогать, потому что это какие-нибудь уехавшие оппозиционеры, практика закрытых судов в этом виде как бы печально. Да, пиздец бы я сказал. Ну, Нет, ну, если еще не в Европе разогналась. если в Европе реальные шпионы, если в Европе реальные шпионы, посылает ли Путин диверсантов в Европу? Да, посылает в Европу диверсантов. Организуются ли хакерские атаки на США, Евросоюз, Украину? Да, организуются. Нужно ли при этом доказывать, что шпион это шпион, а не то, что ваши менты решили себе палку сделать? Нужно. Потому что сотрудники спецслужб, независимо от того, демократическая страна, авторитарная, это все равно сотрудники спецслужб. У них, во-первых, повышенное содержание паранойи в крови, а во-вторых, большая нелюбовь к качественному выполнению работы. Поэтому это не решается вопросом демократии. Это решается вопросом открытого судебного процесса. То, что мы пока не знаем, я заявить не готов. А при этом там бросаться в крайности, которые позволяли себе некоторые правозащитные организации, я не буду называть. Но многие, вплоть почти там за месяц до обмена, они, кажется, прекратили это делать, а кто-то там вплоть до схода с трапа защищали Пабло Гонсалеса как бакского журналиста, которого незаконно преследуют в Европе. И, кажется, некоторые из организаций прекратили это делать только когда Пабло Гонсалеса уже обменяли. Не хочется тут тыкать пальцем, но вот такая практика мне тоже не близка. Но чтобы такой практики не было, нужно, чтобы в Европе не нарушались права подсудимых. Давай к следующей новости. Давай, у тебя они сегодня тоже есть, пожалуйста, Да, читай. Израиль арестовал... Да, нет, я как раз к следующей новости в телефон полез. Израиль арестовал россиянина за шпионаж в пользу Ирана. Прокуратура Израиля предъявила обвинение гражданину России Виталию Звягинцеву. По версии следствия, он снимал инфраструктуру и военные корабли в израильских портах по указанию сотрудников иранской разведки. Как говорится в заявлении Шабак, от спецслужбы Израиля, 30-летний Звягинцев прибыл в Израиль по разрешению на работу для иностранных граждан и был арестован еще в начале декабря, 3 недели назад. Согласно материалам спецслужбы, Звягинцев установил контакт с сотрудниками иранской разведки в октябре этого года. Тот представился именем Роман и утверждал, что является гражданином России, проживающим в Москве. Тут официальное заявление про то, что он фотографировал всякие военные объекты, объекты инфраструктуры, суда в портах. Утверждается, что среди мест, которые снимал Звягинцев, были военные суда ВМС Израиля и США в порту Эйлата, инфраструктура порта Ашдод, а также порты нефтеперерабатывающие заводы Хайфа. По информации СМИ, однажды его задержали во время съемки в Герцлии, однако сотрудники полиции отпустили его при условии, что он удалит видеозаписи. Как утверждается в сообщении, вместо этого он продолжил шпионаж. Но, во-первых, почему российский... Почему в пользу Ирана? Почему не в пользу России? Я понимаю, что Ирану выгоднее. Я понимаю. Но то есть, если... Вот было бы узнать, интересно, есть ли какая-то доказательная база именно того, что это в пользу Ирана? Это интересный вопрос. Я думаю, что доказательная база состоит в том, кому это может быть интересно. Вот я думаю, что такие обычные разговоры. Но ведь России это может быть интересно тоже, но для передачи Ирану. Да, у России с Ираном плотное сотрудничество. Мы это знаем не понаслышке. И как один из авторов расследования производства шахедов в России могу подтвердить, там идет активный обмен всем, чем можно и нельзя. Россия, например, платила за технологии в золоте. В России вот такие сделки проводят с Ираном. Мне кажется, они решили, что теперь можно только в золоте, чтобы не было истории, как с Индией.
23-й год, условно говоря. Это в 23-м году они расплатились двумя... Я не боюсь соврать, сколько там Ну, было в общем, золотом. да, понятно. Но просто чтобы, мне кажется, они боятся повторения истории с Индией. Когда рупии обменять нельзя, можно только торговать с Индией за... Ну, это да, ну, я не думаю, что это в этой ситуации, но да, такое тоже с ними случалось. Но ты чё, шпион, россиянин шпионил в Израиле в пользу Ирана. Вообще, мир немножко сошел с ума, нет? Ну, доброе утро. Добрый вечер. Если нас кто-то смотрит из Соединенных Штатов, то, я не знаю, доброе утро у вас еще Ну, уже или нет. вообще, как бы тебе доброе утро с тем, что ты понимаешь, что мир сошел с ума. Как будто бы не первый день. Проблемы Израиля и Ирана там. Я думаю, что этот конфликт, в котором не стоит вмешиваться, потому что я ни хрена не понимаю на Ближнем Востоке. Там, про Европу Да, я понимаю ну, как что-то. А и тут что-то, вроде как и конфликт не наш, и быть как европейцы, которые... Ну, есть, я думаю, есть у тебя знакомые местные, которые выступают в поддержку газа, при этом ничего не понимают в... Тут просто прежде, чем я разберусь полноценно в конфликте на Ближнем Востоке, вот это уже будет не крашеные волосы, а седые. Ну, типа... Мне уже не потребуется краситься. Поэтому я думаю, что мы пропустим эту новость при всем Слушай, уважении к коллегам. у нас есть две новости, которые не связаны между собой, но нам их можно удобно связать. Вот Путин заявил, что россияне боятся западных школ. Я понял, с какой... Ты понял, с какой новостью это можно связать, да? Это ужас, это Гера, я... Нет, это не ужас. Ужас — это то, что произошло. Как бы там западная школа тоже фигурирует. Владимир Путин на прямой линии заявил, что молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги в этом активно помогают. На вопрос, почему вернулись, говорят, во-первых, здесь лабораторная база, создаются возможности, но одна из причин — переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможно. С гордостью рассказал Путин. Ну, значит, вот та прослойка россиян, знаешь, я думаю, что прекрасно тебе рисуется портрет такого иммигранта из, ну вот, после развала СССР, который возвращается сейчас в Россию, потому что здесь в школах, значит, какие-то западные ценности. Я, честно говоря, думаю, что это больше рисуется, чем это есть. Я почти убежден, такое что тоже есть, конечно. Ну, в смысле, такое тоже есть, что это рисуется. Слушай, но оно таргетится, их реклама по возвращению соотечественников таргетится на приложение для гей-знакомств. Я ничего не хочу сказать, но мне кажется, что большинство из этих случаев выдуманные, потому что они даже таргет настроить не могут, но о чем мы говорим. Я правильно понимаю, Ты уверен, что они не могут настроить таргет? Возможно, это что-то... Возвращайтесь, дорогие русские геи, за традиционными ценностями в Россию. Я правильно понимаю, что так должно звучать? Ну, я уж не знаю, но возможно, значит, они просто увидели в статистике, что там больше кликов, потому что я представляю, что люди по мема ради тыкают. И они такие, ну, значит, надо там закупать рекламу. Завезем-ка русских геев. Закон об ЛГБТ, да. Ну, это восхитительно по-своему. Я понимаю. Я понимаю, какую новость ты хочешь связать. Давай уж перейдем. Новость под заголовком... Мы не будем цитировать спорт, но новость должна выйти под заголовком «Александр Невзоров – конченый мудила». Так вот, в чем новость? Это не новость, что Александр Невзоров – конченый мудила, но... Кстати, экс-доверенное лицо президента Владимира Путина и дружок бандита питерского траппера. Но... нынче сидящий как гражданин Украины и устраивающий рекламные кампании и шутингов в России. Расскажи, Дир, в чем дело? У меня, видишь, одни эмоции. Я терпеть не могу. Да, я возвращаюсь. В общем, если вы пропустили, то в Одинцово произошла атака на школу. По-моему, восьмиклассник, да? Восьмиклассник напал на... В общем, он искал конкретную учительницу неславянской внешности, судя по новостям, с целью, значит, вот, расправиться с мигрантами и чего-то подобного. Вот. При этом он успел пырнуть охранника школы ножом и убить мальчика из таджикской семьи, по-моему. Ну да, кажется, да.
Я боюсь тоже Семьи спутать, из, но, да, кажется, семьи из Таджикистана, вот. И, соответственно, Невзоров, когда писал эту новость, он себе позволил прорекламировать школу, в которой его жена владеет частью акций. Он позволил себе прорекламировать школу своей жены, по сути, значит, под в предлогом новости того... про теракт в школе. Чего уж тут. Да-да-да. Ну, в Невзоров новости рекламит. понятно, но просто под соусом того, что там такого быть не может. Да, не учитесь в этих странных российских школах, учитесь в нашей онлайн-школе Лондон Сити, я не знаю, не знаю, как она называется, он выбесил невероятно. Все коллеги тогда, я много видел твитов возмущенных, потому что Невзоров, конечно, какая-то конченая Но блядина. это ты же знаешь, что это не первый раз. То, что Невзоров не первый раз конченая блядина, знаю, да, у него Нет, в была какая-то тоже смысле, блядская реклама. была реклама этой же школы Прям этой же школы? на другой атаке на школу, да. Да, по-моему, с тобой в диалоге было у нас. Просто тогда никто так сильно не обратил внимания. У нас то ли с тобой в диалоге был в каком чате, кто-то скинул эту новость, возможно, ты. Я ответил, меня больше волнует, типа, не сам Невзоров, он, понятно, конченый, а как на это согласился рекламодатель. Да, это со мной было в диалоге, да. Да. А потом выяснилось, что ларчик просто открывался. Рекламодатель – жена конченого Александра Невзорова. Все вот как будто проще, чем было. Это вот какие-то два Равшан Аскеров и Александр Невзоров. Два таких абсолютно мразотских человека, которые позорят антивоенную позицию. Вообще позорят людей, которые выступили против Владимира Путина, потому что они решили, что нужно, видимо, выступить против Владимира Путина с еще более людоедских позиций, чем у Владимира Путина. Видимо, у них какой-то конкурс, я не знаю. А Трамп тем временем закрывает лотерею грин-карт. Что ты думаешь? Да, действительно. Ну, слушай, вообще интересно, насколько это первый раз в истории. То есть там у нас наши коллеги уважаемые не пишут, к большому сожалению. Ну, кажется, раньше. И у него есть даже формальный повод, чтобы ее закрыть. Потому что ее закрывают из-за того, что... Формальный. Как? Нет, смотри, у нас была история с тем, что было понятно, что он хочет ее, свернуть. И он нашел, видимо, себе формальный повод, потому что в 2017 году с ее помощью приехал преступник, устроивший стрельбу в университете. Да, я имею в виду, что это, ничего с формальным это не имеет. Трамп просто наехал на миграцию, в стране мигрантов решил закрыть легальную миграцию. Нет, в смысле, подожди, в смысле ничего формального нет? Он себе нашел... Я имею в виду, что, я имею в виду, что нет никакой формальной практики, юридически закрепленной. Нет, понятно, что я имею в виду, что это формально выглядело в глазах общественности, почему мы это делаем. Типа не потому, что мы хотим закрыть общественность, а потому что это вот преступники приезжают. Ой, закрыть миграцию, а потому что преступники приезжают. Ну, типа, мы хотим закрыть миграцию, не просто так, а потому что преступники приезжают. Вот. Я понял твою... Но, слушай, это напоминание детям из... Ладно, не будем говорить кому, но напоминание некоторым людям. Если политик говорит, что он будет бороться с нелегальной миграцией, то он придет и закроет нахер все легальные программы. Как легальный переход границы из Мексики, как грин-карты. Не согласна. Джорджи Мелони. И как? Получилось у нее? Ну, легальные пути миграции никто не закрывал. Они легальные. Они легальные вообще, мне непонятно. Я уже тебе рассказывала, что у нас, значит, люди, когда они идут через Балканы, они формально должны оставаться в Хорватии или в Словении. Их на границе Италии и Словении встречают итальянские пограничники, видя, что они идут из Словении, как бы в адуль, но они должны оставаться в Словении. Тем не менее, они их привозят в полицейский участок в Италии, чтобы они запросили здесь. Хотя, казалось бы, если уж вы решаете дать им пройти, пускай они вот проходят дальше. Потому что они же не в Италию идут. Это в Германию смотреть картины? Ну, в Германию, во Францию, в Великобританию в основном. У нас же нет пособий никаких для беженцев. Верю. Но как тебе сама мысль, как ты относишься вообще к концепции закрытия лотереи грин-карт? Если уж мы про Штаты говорим. Ну, слушай, это все-таки была какая-то традиция. Наверное, это не очень хорошо. Но она привлекала людей, в первую очередь, в Штаты, давала им возможность легально переехать, не запариваясь с документами. Если люди в этом участвовали, то они прям заебывались, насколько я понимаю. Потому что мне объясняли, что
Да, да, мне объясняют, что там Да, да. фотография должна быть ровно в рамочке, чтобы у тебя вот там это ровно лицо, что система автоматически, если видит, что у тебя неправильно на фотографии неправильно пропорции лица, там не 3/4 от фотографии лицо занимает там, а 2/3, то программа не будет рассматривать это и так далее. Мне вот такое рассказывали, что это какая-то Нет, была такое, супер такое, запарная штука. такое, правда, было, да, и, ну, на самом деле было понятно, что сначала он хочет резко сократить количество заявок, значит, вставить, потому что там же еще были истории, знаешь, какие? В России, например, были истории, что за тебя, значит, заполняли заявку, не то, что ты платил и за тебя заполняли, а просто заполняли заявки на огромное количество людей по утекшим базам, и после этого, как бы, если у тебя получался выигрыш, то тебя, значит, шантажировали, значит, типа, заплати нам деньги, и тогда поедешь. Какой Была и пиздец. такая Я история. не знал даже такого. Это еще раз где? В России это было. Вот это у нас Полина тут любит посмотреть про как раз лотерею Грин-карты, и она вот, то есть, Больше есть не будет чувак, который... смотреть. Есть чувак, есть чувак, да, который рассказывал про такие случаи. Ебанина какая, я прошу прощения. Это какая-то прям жесть. Я никогда не слышал. Ну, то есть грин-карта это был где-то в соседнем мире. У меня были Ну, то есть, знакомые с понимаешь, грин-картами, но это как-то в стороне. это вот подавалось как раз под соусом того, что вот такие случаи будут невозможны. Да, то есть, если ты там сделаешь условный доллар за заявку, когда ты заполняешь там на 500 человек заявок, то это уже $500, извините. Понятно, что если тебе кто-то заплатит, ты, скорее всего, отобьешься, но... А $500 это $500, кто бы Ну что да. ни говорил. Так, у нас тут следующая новость. В Казахстане, нет, пенсионерку оштрафовали. Не в Казахстане, в России пенсионерку оштрафовали за отсутствие плашки инагента, при том, что она не инагент. Да, там, Свердловский если... областной суд утвердил Ну ладно. штраф в 30 тысяч рублей за публикацию без инагентской плашки, сообщает издание «Вечерние ведомости». Имя пенсионерки не раскрывается. По данным издания, Роскомнадзор назвал женщину лицом, аффилированным с движением «Мягкая сила», признанным инагентом. Движение «Мягкая сила» — движение Юлии Галяминой. Тут тоже давайте честно говорить, не то чтобы оно было сильно разветвленным. При этом ответчица представила письмо из Минюста, согласно которому она в перечень аффилированных лиц не включена. Судья Наталья Краснова отложила рассмотрение апелляции на месяц, чтобы направить запрос в Минюст. В итоге министерство подтвердило, что сведения о привлекаемой пенсионерке как об участнике общественного движения инагента не значатся. Суд вновь был отложен, но на третье заседание представители Роскомнадзора предоставили документы, свидетельствующие, что пенсионерку называли участницей «Мягкой силы» в публикациях СМИ от февраля 2022 года. Господи, прости. Эти доводы были приняты апелляционным судом, и обвинительное постановление осталось в силе. Пенсионерке придется выплатить 30 тысяч рублей штрафа по статье о производстве и распространении материалов участникам инагентского движения. В комментарии «Вечерним ведомостям» пенсионерка заявила, что статус лица, аффилированного с инагентом, никак не формализован, и в реестр она не включена. Ну, тебе не кажется, что здесь суду стоило обратиться к Минюсту и спросить, типа, а вот так она считается аффилированным лицом или нет? Ну, то есть, как будто принимать такое решение без пояснения от Минюста странно. Я не готов это обсуждать в такой плоскости. Мне кажется, что обсуждать решение Нет, российских судов, исходя из формальной логики, понятно, что подобный закон вообще не должен существовать in the first point, но если уж он есть... Не-не-не, я речь не про то, что закон не должен существовать, это как бы zero point. А first point в том, что российский... Типа, first point в том, что российское правосудие — это говно на палке. И как-то делать... сделать вид... Но подожди, у российского правосудия на этой неделе было Верховный суд Подольный. Но это мы еще обсудим. Хорошо. Это я пропустил, видимо, эту новость. Простите. Но нет, слушай, вообще удивительно, что апелляционный суд запросил Минюст, долго тянул, потому что там до решения апелляции у тебя решение суда первой инстанции районного не вступает в силу. И поэтому пенсионерка все это время, пока шло разбирательство, может не платить штраф. Поэтому то, что суд вообще ни одним днем это проштамповал, а пытался хоть как-то там, это удивительно в российской практике, если уж на то пошло. Там понятно, что будет еще кассация. Я не знаю конкретно этот процесс, но я думаю, что подадут в суд. Если уж она судится, значит, у нее есть адвокат. Я думаю, что она подаст в кассационную инстанцию. Я не знаю, какой кассационный суд в ее регионе, но это
Соответственно, кассация может запросить еще раз у Минюста, и дальше, может, и до верхушки дойдут. Это очень странное дело, на нем может сформироваться практика. Верхушка — это Верховный суд Российской Федерации. Простите, я заговорил не на том языке. Так вот, посмотрим, какая будет практика, но я думаю, что, к сожалению, ее будут воспринимать как аффилированное лицо. Я, правда, не понимаю, почему суд должен что-то спрашивать у Минюста, а не расценивать действия Минюста как незаконные. Какие именно действия Минюста? Допустим, если Минюст говорит, что у тебя человек аффилирован с иностранным агентом, Нет, но при этом так никак... Так ведь Минюст наоборот говорит, она же справку перенесла из Минюста, что она не аффилирована. Да, я понимаю, но если он дальше направит запрос в Минюст, Минюст скажет, она аффилирована, то я не очень понимаю, что это доказывает. Почему у Минюста по этому вопросу есть экспертиза? Ты понимаешь, Потому откуда что у Минюста он в этом... решает. Потому что он решает. Вот это у меня большой вопрос. Нет, просто понимаешь, что у тебя же нету формального повода оштрафовать человека, если он не внесен в реестр аффилированных лиц. Окей. Ну давай к следующей новости. Теперь уж точно в Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ. Сенат Республики Казахстан в 2 чтениях принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Как сообщает БКЮКЗ, в Сенате заявили, что целью документа является защита детей. Привет им с 2013-го. Запрет распространяется на размещение и распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию в общественных местах, средствах массовой информации, телекоммуникационных сетях и на интернет-платформах. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере 78 640 тенге. Примерно $150, пишет редакция Порт, за первое нарушение. В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа может быть увеличен, либо может быть назначен административный арест сроком до 10 суток. Закон вступит в силу после подписания президентом Казахстана. Какие вайбы 2013 года в России? 2013, мне не кажется, что вайбы уже ужесточение какого? 22-го, по-моему, года. Не, речь про ЛГБТ закон все-таки пропаганду. Пока тоже тут среди несовершеннолетних. Это 2013 год. Все-таки конкретно по преследованию ЛГБТ. Понятно, что по некоторым вопросам наши казахские друзья нам такую фору дадут. Несмотря даже на то, что у них все-таки менялась немножко власть. Так, умеренно. Кстати, где город Нур-Султан? Не знаешь? Не можешь в Google картах посмотреть? Там хочу до Нур-Султана доехать. Что-то не так с этим? Я не знаю. Ну, Подожди. его переименовали назад в Астану, да. Что-то не так с этим. Это я пропустила. А официально или у меня есть? Это помню, Пик. да. Это Пик, это не город. Я пропустила новость, видимо, где его переименовали. Новость, да, года 2022. Ну вот, я, видимо, была в этом. Ну, тебе было чем заняться в 22-м, да. Да, я говорю, тебе было чем заняться в 22-м, это вообще не касалось, да, текущего состояния. Нет, ну мы обсуждали, у меня была преподавательница в университете из Казахстана, и мы с ней обсуждали протесты, как раз когда интернет вот только включили. И снова, его же там отключали на протестах. Ты же помнишь, еще были протесты? Да, конечно, это я помню. Тогда еще все думали, что это будет главное значимое событие зимы 22-го. А тут какая отличная следующая новость. Яшин заявил, что Латынина и Светов работают на Кремль. Гера, Латынина и Светов работают на Кремль? Ой, нет. Нет, не работают. Не работают. Ну, блин, мы можем обсуждать то, что как бы мы знаем про Юлию Латынину чуть больше. Будем мы это обсуждать? То, что мы узнали в Брюсселе. Не хочу, нет. Ну, я тоже не хочу. Такие вопросы? Не работают. Мне кажется, просто у людей слишком, я скажу... Нет, они жрут говно за бесплатно. Вот, я скажу так. Нет, они жрут говно за бесплатно. К сожалению... Давай так. Ну, у них есть такая возможность, блин. Типа у них, помимо того, что они это делают бесплатно, да, проталкивают такую точку зрения, значит, у них есть возможность это делать, потому что у них есть откуда деньги. Потому что вот Алекс, наш общий знакомый, тоже мне предполагал, что ему выплачивают, что Юлии Латыниной выплачивают, значит, Кремль, и показал просто статистику канала, и говорит, видишь, там не может столько быть,
Я говорю, там вообще спокойно может быть гораздо больше, чем даже ты предполагаешь. Я очень показывал так, да. статистику по просмотрам, по подписчикам и говорил, что у нее не может столько быть с рекламы. Я говорю, так у нее же может быть с донатов, у нее же ссылка. Ну, не, это тоже, конечно, какие-то шизотеории. Как бы негативно я не относился к Латыниной и к тому, что делает Света в последний год. Я не могу говорить, что не работает на Кремль. Нет, это, к сожалению, дурость за бесплатно. Что у Юли, что у... Ну, а тебе не кажется, что нужно... Ну, что, может быть, это и неплохо? Что есть как бы такие точки зрения внутри? Ну, в смысле, внутри оппозиции. Нет, я Это считаю, же что все это еще... Это же, хуёво. нет, но это же все еще не... Нет, блин, ничего, все еще в этом нет. Нет. Подожди, да подожди, как это, господи, это все еще не Гиркин. Да, как бы если мы Гиркина вдруг... Меня тут спрашивали, вот Гиркина мы считаем оппозицией? Ну вот мы считаем Гиркина политзеком, да? Значит, не кажется ли тебе, что это все еще далеко не это, и то, что какая-то вот альтернативная точка зрения вот такая, как будто это должно быть? Не, Гер, смотри, я объясню. Людям, которые занимаются астрономией, свидетели того, что Земля не плоская, а кубическая, нахуй не нужны. Земля шарообразная. Это не альтернативная точка зрения. Я знаю, Это какой два комментарий шизофреника. сейчас... Один бразильский, другая кипрская. Уважаемые, да, Гиркин плоскоземельщик. Путин вообще главный основатель теории плоской Земли. Но это не значит, что сторонники кубической Земли союзники людям, выступающим за Землю шарообразную. Понимаешь, в чем дело? И мне все равно, там, насколько она шар приплюснутый из полюсов или псоид, и вот это вот все. Нет, речь не про это. Речь про то, что если бы они говорили, ну вот тут вот может с полюсов чуть подсплющено. Нет, они говорят, Земля это куб. И вот так это выглядит. Нет, они такие же в текущей итерации, это абсолютно такая же шиза, абсолютно никакого отношения к оппозиционной деятельности не имеющая. Просто она и не прокремлевская. Это люди улетели в свой правый американский интернет, перевели его на русский язык, создали, ну, то есть это там нижний телеграм. Про правый американский интернет мы, кстати, сегодня тоже еще поговорим. Я не уверен, что мы прям много поговорим сегодня про правый американский интернет, потому что мне через 7 минут надо бы сворачиваться. 2 часа у меня сегодня заложил. Господи, да, боже. потому что я заложил 2 часа под себя. Новостей у нас еще прям новостей. Я думаю, мы можем обсудить самое важное. Ну, давай тогда. У нас прям жирным же выделено, что важно. И есть еще... Кадыровцы не создавали в Германии ОПГ на гуманитарных визах. Это ошибка в новости порта. Если они это реально печатают с таким заголовком, это херня. Инсайдер заголовок изменил. Нет, у порта заголовок, сам заголовок, а не тот, который нам прислали. Кадыровцы обосновались в Германии на гуманитарных основаниях, а создали там ОПГ и получили доступ к ключевым объектам инфраструктуры. В общем, слово «гуманитарный» лучше убрать. Ну, да, действительно, по беженству, но там беженство. Там это была большая проблема. Это инсайдер выпустил некорректный заголовок. Заголовок там был... Господи, братва с гумвизой, или как-то так. Братва с гумвизой. Хотя никакого гумвиза там не было. Это вызвало большую проблему там среди помогающих организаций. И даже было отдельно заявление организации «Горизонты», я позволю себе сказать, что Хусейн и Селим Агаевы, братья Агаевы запросили и получили в Германии убежище по параграфу 25, азюль. Они никаких гуманитарных виз никогда не получали. Про это есть отдельное заявление. Но это как бы, так-то старая добрая европейская традиция. Ты, россиянин антивоенный, вали нахер. Ты недостаточно воевал в ВСУ, и вообще, что это, где донаты, где дроны? Иди воюй в РДК. Дорогие друзья Рамзана Ахматовича, вас явно преследуют. Мы не знаем, я не думаю, что они приехали подаваться на убежище и сказали, мы друзья Рамзана Ахматовича, отдайте нам политическое убежище. Хотя, как будто бы в определенных условиях могло быть и такое.
дело не в этом. Дело в том, что из Чечни любые документы фальсифицируются. То есть Да, да, да. невозможно сказать, что они преследуемы кадыровцами, но там, ты хочешь, тебе будут 5 решений судов Грозненского суда о том, что они осуждены за там, Да. Мы сношение бывшие, мы просто бывшие друзья Рамзана Ахматовича. Да, я имею в виду, что там... И им пришлют прям с официальным штампиком, с официальным публикованием судебные решения о том, что они там заочно осуждены и приговорены за то, что... Я думаю, что и Да. местные СМИ тоже напишут, и об этом никто в русскоязычном пространстве не узнает, потому что они пишут очень много на чеченском. На чеченском, да. И поэтому тут, конечно, Чечня там, под властью Кадырова это просто там огромный бачок для как-то фальсификации документов. Поэтому тут, к сожалению, тут много таких проблем с документами с стрёмных территорий. Что делать с Чечней после там приходит, не очень понятно. В революции заявили, что блочат счета россиянам из-за давления регуляторов. Рассказывай, Гер. Тут твои эти... Ой, давай так, я верю в то, что регуляторы, потому что мне рассказывали и в других банках, что регуляторы очень сильно любят подавить по поводу и без, соответственно, в обход существующих регламентов. Такое действительно бывает. Но проблема же в том, что, то есть, банки, когда они говорят, да, они не говорят, что это запрос от регулятора. Там что-нибудь заблокировать или что-нибудь там проверить. Они это говорят, что это вот санкции. Говорите честно тогда, типа, если к вам пришел регулятор, он на вас давит, говорите, что вот к нам пришел там, значит, Бафин, да, в Германии, и сказал, что вот надо проверить. Говорите так, не прикрывайтесь какими-то санкциями, не говорите, что это какие-то внутренние правила. И мне кажется, это излишним, и тут, конечно, Николай Сторонский, это было его интервью, да? Тут ему как бы спасибо за открытость. Жаль, что эта открытость не присутствует в делах общения. И мне очень жаль, что на банки давят регуляторы. Слушай, а почему тогда, как сказать, давит на всех, а больше всего блокировок у Сторонского? Как так выходит? Я думаю, что у Сторонского, судя по моей информации, немножечко инсайдерской, половина из этого происходит вообще автоматически. То есть как только приходит какой-то запрос, сразу это начинается. Система максимально сразу реагирует. То есть как только они забивают какой-то флажок в систему, это сразу автоматическая блокировка. Там вообще половина, из того, что я знаю, половина банков функционирует на искусственном интеллекте. Прикольно. Ну, то есть получается, что работать нужно на самом деле с регуляторами. Не только с банками, но чтобы разблокировать для россиян необанки, нужно попробовать выходить на регуляторы, общаться с ними, проговаривать, почему они... Тут тоже, видишь, какая история? Смотри, например, в Италии с необанками такая история. Если ты необанк, который дочка Интеза Сан-Паулу, который местный Сбербанк, да, то есть если вы открываете дочерний банк, который необанк, то у вас не будет проблем. У вас просто не будет проблем. А если вы какой-то иностранный банк, типа Революта, BankU, Конта, N26, то вам просто как бы одно нарушение, у одного клиента одно нарушение, и все, и до свидания, как бы вы больше не можете открывать счета в этой стране. Ой, у вас же N26 грохнули, правильно? У нас N26 грохнули, у нас грохнули Конта, который для малого бизнеса, НКО и для ИП, и у нас грохнули в какой-то момент, но уже сейчас работает. Господи, как он называется? Вивит, вот. Господи, даже туда добрались. Какие у вас все-таки итальянские регуляторы, протекционисты. Ну, хорошо, что у тебя есть коммуникация. Вивит уже работает. То есть они как-то исправили это нарушение или в чем? Да, они исправили нарушение. Вот у Конта висит, я не знаю, чем там занимался Конта, что Вивиду разрешили работать, то есть они исправили разрешение и им разрешили работать. Конта прям запретили, прям на сайте у Конта висит, значит, что пока что мы не можем открывать счета, пока там, значит, мы не исправимся и нам не проведут дополнительные проверки. Может быть, Вивид сам попросил провести эту проверку, а Конта это и не особо надо. Может быть так. Тут я вынужден сказать, что я
э, не такой коммуникативный, поэтому я, видишь, не могу больше 2 часов. Мы с тобой 2 часа Ну, еще одну разговариваем. новость. Давай еще одну новость. Очень важную. Давай, важную новость. А почему ты мне расскажешь про нее без меня? Я же могу попрощаться со зрителями, а ты про нее расскажешь нашим дорогим Ну ладно, слушателям. хорошо. Уходи. Если хочешь, уходи, пожалуйста. Дорогие, всем спасибо большое. Смотрите Геру, подписывайтесь на Геру и послушайте последнюю новость от Геры. Не знаю, хорошую или плохую, а я вынужден идти. У меня тут продолжение дня рождения. Уж простите, С мне мою. наступающим, что сказать. Всего хорошего, всем пока. Давай, пока-пока. Да, ну, в общем, есть еще две новости, которые хотелось бы обсудить. Во-первых, это публикация файлов Эпштейна, и тут, конечно, интересная история в том плане, что администрация Трампа опубликовала часть файлов, очень многие файлы были скрыты. Есть подозрения у журналистов и пользователей Твиттера, что они были скрыты как бы неблагонадежно, поэтому... Да, и в конце концов были обнаружены файлы, в которых были фотографии с Дональдом Трампом, которые лежали в тумбочке, которые не заметили, и пользователи Твиттера и журналисты обратили на это внимание, и после этого эти файлы в ночь для США, значит, были удалены с сайта, и были люди, которые сделали полный бэкап, и действительно смогли подтвердить то, что эти файлы за ночь пропали с сайта и были удалены. Вот. Там, по-моему, было всего 12 файлов, хотя очень сильно бегают всего с одним. И вторая новость — это то, что Верховный суд в России вернул квартиру Полине, по-моему, Полина Лурье, которую она покупала у Ларисы Долиной. Если вы помните, была такая история, что очень долго они судились, потому что Лариса Долина сказала, что действовала под влиянием мошенников. Но вот теперь, наконец-то, суд решил, что квартиру стоит вернуть. Хорошие новости. Я думаю, что мы на этом можем закончить. Всем большое спасибо за то, что подключились, за то, что были с нами. Всем спасибо. Увидимся через неделю в субботу. Обычно у нас стримы проходят в субботу. Всем спасибо.